Милиция и преступный мир были в СССР антагонистами, но это общее мнение, которое не соответствует действительности. Я ни в коем случае не хочу бросать тень на советскую милицию, речь немного о другом. Во все времена бандиты и правоохранители сотрудничали в той или иной степени. Были информаторы, были люди, которые жили по понятиям и выдавали беспредельщиков. В криминальном мире была и есть своя политика, везде боролись за власть и продолжают это делать. Интересно, что в 80-е воевали между собой МВД и КГБ, Щелоков против Андропова. У комитета положение было лучше. В конце 70-х годов прошлого века в КГБ решили, что пора бы готовиться к Олимпиаде. Методы были выбраны оригинальные. Создание оперативного отдела. Да, в комитете организовали новый отдел. Его сотрудники подняли дела именитых воров в законе, все внимательно изучили, нашли слабые места. Следующим шагом было проведение бесед с авторитетами. Кто-то отказывался сотрудничать, другие соглашались. Сотрудники КГБ искали авторитетов на воле, выезжали в тюрьмы. Это была очень непростая, но интересная кампания. В итоге со многими ворами удалось договориться. Но не со всеми. Например, некого Васю Бриллианта нашли бездыханным в камере после того, как он не согласился сотрудничать с КГБ. А вот другой вор согласился сотрудничать, но очевидно он был неискренним, постоянно искал выгоду. Был такой авторитет Анатолий Черкасов. Он воевал на фронте, вернулся домой. От криминальной жизни не отказался, но с комитетом сотрудничать согласился. С Черкасом и другими провели беседы, смысл которых сводился к следующему. Скоро страна примет Олимпиаду, нужно сделать так, чтобы никаких серьезных инцидентов не было. Удивительно, но воры в законе взяли ситуацию под свой контроль. И действительно, Олимпиада в советской стране прошла спокойно. Не без мелких происшествий, но так и не бывает, чтобы все всегда было хорошо. Авторитеты не могли взять на контроль каждого мелкого воришку. Черкасов преследовал свои интересы. В частности, он рассказал комитетчикам, что представители Кавказа пытаются занять лидирующие позиции в Центральной России. И не только в криминальном мире, но и в политике. Представляется, что Черкасов боялся за свое положение, хотел сделать так, чтобы КГБшники ему помогли в решении некоторых проблем. Еще авторитет предложил взимать налоги с криминального и полутеневого бизнеса. Это была разумная инициатива. В 80-х всякие подпольщики и криминальные элементы зарабатывали очень много. Как я отмечал, в 80-х между МВД и КГБ была самая настоящая война. Поплатился Щелоков. Андропова могли арестовать и посадить надолго. Это уже когда он ушел с поста руководителя комитета. В общем, два силовых ведомства боролись друг с другом. Комитет решил, что налаживание связей с авторитетами сильно поможет в борьбе с МВД. Так, собственно, и вышло. Олимпиада была только поводом. Про Олимпиаду я уже рассказывал. Был еще один показательный случай. У артистки цирка Ирины Бугримовой из квартиры украли бриллианты. Женщина была чрезвычайно популярна, и трудно представить, какие драгоценности она хранила у себя дома, на космические деньги. Но бриллианты украли, КГБ вмешался в дело, перехватив инициативу у МВД. Милицейские чины негодовали, ничего сделать не могли. В криминальном мире все друг друга знают, поэтому правоохранителям удалось выйти на исполнителей. Оказалось, что действовала группа рецидивистов, профессионалов высшего класса. Они легко справились с мощной охранной системой, очень современной по тем временам. Найти исполнителей – это только половина дела. Комитетчики стали искать пути дорожки к заказчикам. Так сложилось, что вышли на артиста Бориса Бурятца. А дальше следствие зашло в тупик, потому что Бурятца стоял в близких отношениях с дочерью Брежнева Галиной. Получается, что КГБ потерпел неудачу в итоге. Впрочем, нельзя так говорить. Фактически преступники были найдены, так что сотрудничество с криминальными авторитетами давало свои результаты. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.